Сегодня будем печь булочки. Крестовые булочки, которые здесь называются hot cross buns. Нежные, пушистые, прям вот как пух пушистый, и делать их совсем не сложно. Здесь у меня молоко, чуть теплое. Добавляю туда немного сахара, буквально чайную ложку из всего количества. Хорошо перемешиваю и засыпаю дрожжи. Теперь оставлю это минут на 10, дрожжи должны проснуться. В чашу муку, сахар, корицу, немного кардамона, щепотку молотой гвоздики, немного апельсиновой цедры, соли и немного мускатного ореха. Все это хорошо перемешиваем с помощью венчика, чтобы все ингредиенты тщательно там распределились. Дрожжи у меня работают. Добавляем все это в чашу. Яйцо комнатной температуры, растопленное сливочное масло. И замешиваем тесто. Смешивая, соединяя. И когда тесто начнет собираться вместе, перекладываем тесто на столешницу. Добавляем изюм. Если необходимо, изюм заранее ошпарьте кипятком, промойте, просушите. В общем, изюм должен быть чистый и сухой. Месим тесто до гладкого, эластичного состояния. На замес уходит где-то минут 5. Собираем тесто в такой более-менее гладкий шар, помещаем его в чашу и убираем в теплое место на 1,5-2 часа. Вот так хорошо поднялось тесто. Немного растягиваю тесто в такую вытянутую лепешку и сворачиваю в рулет колбаску. И теперь с помощью шпателя нарезать эту колбаску на 9 равных частей. Берем нарезанные кусочки, подворачиваем их вниз несколько раз, хорошенько снизу прищипываем. Получаются такие гладкие колобки. И вот эти колобки швом вниз выкладываем в форму для выпечки, сохраняя между ними расстояние, чтобы им хватило места подниматься и расти. Накрываем пищевой пленкой и снова оставляем в теплом месте минут на 45. Разогреваем духовку, смешиваем небольшое количество муки с небольшим количеством воды комнатной температуры. Полученную пасту перекладываем в кондитерский мешок с насадкой, можно просто срезать кончик ножницами. И создаем на булочках сверху такую решетку, которая впоследствии на каждой булочке станет тем самым крестиком. Получившуюся красоту ставим в духовку и выпекаем где-то 25 минут. Аккуратно вынимаем булочки из формы, прямо вместе с бумагой, и перекладываем на решетку. И пока булочки еще горячие, с пылу с жару, покрываем их с помощью кисточки тонким слоем апельсинового джема. Даем булочкам немного подостыть. Именно в теплом свежем виде это просто что-то невероятное. Ну посмотрите, какая это чудо-буляшка. Это очень вкусно. Всем срочно надо. Полный список ингредиентов в описании и в прикрепленном комменте. Там же ссылка на подробное видео со всеми тонкостями. Не забудьте поставить лайк, оставить коммент и подписаться на канал. Тогда все точно получится.